Ой, здрасте. Я в очередной раз поиграл в игру, которую ждал 2 года. Благо, все интересные игры выходят в 26 году, которые постоянно откладывают мое прохождение моей любимой Dark Souls 2. И скорее всего, все уже успели поиграть, да даже пройти игру несколько раз, как я, но это не важно. А вот что важно, это когда я увидел эти системные требования. Честно говоря, я не хотел покупать игру, но все же надеялся, что каким-то чудом у меня игра потянет. Я еще не видел подобного ни в одной игре, даже Monster Hunter Wilds на релизе. Про Тарков мы не будем, вообще там ситуация немножко другая. После того, как я поиграл, понял, что они выставили их с запасом. Игра держит стабильный 80-90 FPS без каких-либо проблем, с моим нищим железом. Скорее всего, все ждали Subnautica как полноценный кооп-выживач. Только ради этого я ее и купил, если чё. И как раз отсюда вытекает большинство багов, так как игра еще в раннем доступе, их будет довольно много. Буквально в первые часы, точнее минуты, я улетел в небеса трижды. И как бы я ни пыхтел, но адаптировать этот буст у меня не получилось, поэтому я больше склонен, что это происходит как-то рандомно. Есть еще небольшой баг, он уже не такой веселый. Если ты быстро переключаешься между предметами, а после этого берешь глайдер, то ты не сможешь больше менять предметы. Придется перезаходить в игру. Этот баг встречается только в онлайн-игре. В соло я так с ним и не столкнулся. Есть еще мелкие баги с освещением, всякие шумы, смена цветов освещения, цвета, это ладно. Но шумы очень сильно бьют по глазам, надеюсь, их в первую очередь поправят. Кстати, есть еще и пиксельная вода, вот такие вот квадратики. В принципе, я привык в первые часы, поэтому меня это особо не раздражало. Кстати, я до сих пор не вижу мыла в Monster Hunter. Еще есть один баг, довольно неприятный, который случился на второй день, когда мы уже заканчивали сюжет, и я столкнулся с бесконечными вылетами игры, без каких-либо ошибок. И только тогда, когда я нажимал колесико мыши, чтобы дать метку тиммейтам. Но после того, как один человек ушел, после этого не было никаких проблем. Я, конечно, не спец, но мне кажется, что сетевой код троит, когда вас трое или четверо. А вот нововведение меня впечатлило, но только это не Unreal Engine. В очередной раз, когда я стал плеваться на Unreal Engine 5 из-за его желтого оттенка, мой персонаж уже проголодался, сухпайки закончились. Кушать было нечего. А чтобы еда переваривалась, нужно приспособиться, так КПК сказал. Но мы и стали приспосабливаться, наварили кучу еды и через силу в себя все это запихивали. Но ничего кроме потерянного здоровья это не дало. Это уже потом мы поняли, что нужно потрогать желейку, и только тогда откроется способность с возможностью питаться местной пищей. И это даже прикольно, что добавили небольшую систему прокачки. Кстати, помимо этого добавили активные и пассивные навыки. Мы почти все открыли, но мне ничего не понравилось, кроме начального рывка. А вот пассивки уже намного интересней. Их можно просто кучу вставить. Но только тогда, когда игра полностью выйдет. А пока у тебя только 2 гнезда, да и этого в принципе достаточно для комфортной сюжетной игры. Благо сюжетку добавили в первый день. Старые предметы, которые были в прошлых частях, сканер, ремонтный инструмент и строитель, их никак не поменяли, а вот из новых добавили мультитул вместо ножа и вибратор обратной связи, резонатор. Я, конечно, не знаю вместо чего его добавили, но он нужен, чтобы пройти игру и еще большие залежи ресурсов добывать. А также игра тебя поощряет за исследование заброшенных баз. Там ты можешь найти капсулы для улучшения инвентаря или ячейки быстрого доступа. После этого стало интересно изучать локации и искать секретики. Вообще, постоянно с выходом новой части Subnautica я начинаю вспоминать про такую небольшую французскую игрушку Far Sky. Это та самая игра, с которой началось зарождение подводных выживалок. Я с ней познакомился достаточно давно, когда любил валяться в симуляторах и разных выживачах. И случайно увидел ее на каком-то из сайтов, где я искал себе интересные игрушки. Исследование подводного мира и строительство базы на дне Тихого океана мне казалось немыслимой. А после того, как вышла первая Subnautica, и я понял, что появилась еще одна невероятная игра, которая отличается от всех типичных выживалок. И мне срочно нужно в нее поиграть. Но, к сожалению, я столкнулся с небольшой проблемкой.
У меня было 20 FPS. И, к сожалению, насладиться ею, как наслаждался Far Sky, у меня не получилось. И только спустя год, когда я собрал себе более-менее мощный компик, конечно, не супер крутой, но 50 FPS игра более-менее тянула. Это сейчас уже зажрался и только 120 FPS подавай. Сори, что-то на детство пробило. Но зато вы теперь знаете, с чего все началось. Но мы тут только ради второй Сабнатики. И знаете, она умеет удивлять не меньше, чем прошлые игры. Я, конечно, не любитель сюжета, я их ценю больше за геймплей. Но сюжет Сабнатики меня, мягко говоря, заинтриговал. Он, конечно, очень короткий и неполный, и что-то говорить про него бессмысленно. На данный момент сюжет проходится за 5-10 часов, и даже если я скажу, что это сиквел и планета Земля уже скорее всего уничтожена вирусом, и то, что все персонажи клоны, это фактически оцифрованные сознания, которые ИИ печатает, стирая им память. Можно теперь считать, что я пересказал половину игры. А вот что дальше, это меня и зацепило. Так как игра еще в раннем доступе, типа ей меньше недели. И можно только догадываться, что же там будет дальше по сюжету. Не буду дальше обсасывать, ну а пока мы перейдем к биомам. Начинается история на мелководье, ну или зона высадки. Самая дружелюбная локация. Тут ты сразу понимаешь, что игра милая и дружелюбная, тебе ничего не грозит. Но это пока. Собираешь себе ресурсики и ни о чем не жалеешь. Солевая локация похожа на пустыню. Тут можно сказать, что это тоже стартовая локация. Соли здесь столько, что можно засолить всю рыбу в океане. Еще и много титана, ну и немножко серебра. И, кстати, хорошее место для базы. На севере уже можно встретить первых акул-коллекторов, которые тебя будут доставать, где бы ты ни был. Зато есть много свинца и серебра и куча лагерей для поиска лоровых записей, которые ведут тебя в курс дела. На юге уже жарко, как в Краснодаре. Здесь коралловая локация, где можно найти очень много серы и золота. И тут уже монстры сильнее, но не настолько, чтобы отправить тебя на спаун. А чуть дальше, на том же юге, на глубине 200-250 метров, можно спуститься в горячие пещеры, где есть очень много секретиков и еще больше лоровых записей. А еще можно услышать вой Левиафана. А если повезет, то можно его и потрогать, если он тебя не потрогает первый. И после горячей локации идет самая пустая и скучная переходная локация. Я не знаю, как она называется, назовем ее просто равнины, где тебе стоит зажать W, чтобы Левиафан тебя точно не поймал. После равнин начинается самое интересное. Это инопланетные руины. Считай, это последняя локация. Еще здесь есть зеленое болото. И много новой руды. А также улучшения для твоих инструментов. Что-то в каждой игре есть болото, они меня явно преследуют. Но самая страшная для меня локация остается бездна. Тут можно спуститься на 700 метров и услышать вой какого-то монстра. Мне кажется, это какой-то особенный Левиафан, ну, может и самый обычный, которого еще не добавили. Я, кстати, еще видел посты, что ребята нашли пасхалку злого смайлика, но я лично не смог найти, хотя мы там все обыскали. Кстати, там и находится начальная локация, где было обучение. А если в конце обучения вы видели труп, ну, или костюм. Ну, космонавта, короче. Ну, дайвера, ладно. Вот как раз к нему можно сплавать. Я вообще не знаю, что он дает. Слот для костюма не открывается, и кастомизации ничего тоже не появляется. Ходят слухи, если долго всматриваться в бездну, она начинает напоминать тебе о твоих старых страхах. Мы часто ездили в деревню к родственникам. И пока взрослых не было дома, я ночами смотрел марафоны ужастиков по телевизору. Больше всего мне тогда запомнились фильмы «Челюсти» и «Пиранья». А на следующий день мы пошли купаться на озеро, так как приехали брат и сестра. Обычное озеро, там все ловили рыбу, раков, да и просто купались. И в какой-то момент я заплыл слишком далеко, туда, куда никто из детей не заплывал. Сначала все было хорошо, пока я не увидел, насколько далеко я уплыл. Вода была темно-зеленая и мутная. Постепенно меня стала охватывать паника, и чем дольше я смотрел на воду, тем сильнее вспоминал о фильмах. Но все быстро забылось, когда я почувствовал, что-то скользкое проплыло у меня в ногах. Что-то большое. Я сразу поплыл обратно,
но оно не отставало. Ближе к берегу я увидел, что это была небольшая щука, но после фильмов прошлой ночью я подумал, что это какой-то огромный монстр. И кажется, именно поэтому меня так пугает бездна в Сабнатике. Ну и сам геймплей. По сравнению с первой частью, неоднозначная ситуация после того, как я снова вернулся в нее. И практически сразу заметил, что глайдер намного быстрее, чем эти вентиляторы на руках. Это вот как раз то, что я в первые часы игры пытался вспомнить. Оказалось, что глайдер топ. В остальном играется так же, если не брать систему перков. Вот только моментики со светокором и крафтом вещей больше всего запомнились. Первая часть довольно мрачная, но тут понятно почему. И прыгать между играми было не очень привычно. Subnautica 2, потом Crimson Desert, ну и первая Subnautica. Движок, конечно, сильно роляет. Это как поиграть в Elden Ring, а потом сразу зайти в Demon's Souls. Игры-то хорошие, только визуал бьет по глазам первые минуты. Ну а крафт, как бы так объяснить? В первой части ты можешь крафтить только одну вещь, постоянно кликая. Нет возможности поставить в очередь. А вот во второй части, конечно, не сильно поменялось, но очередь все же добавили. Жаль только она прерывается, когда закрываешь менюшку. Было бы прикольно, если бы можно было закрыть ее и заниматься своими делами, например, в КПК. Ну, пока все эти шмотки крафтятся, не отходя от изготовителя. Но имеем, что имеем. Кстати, еще упростили поиск вещей, но насколько я помню, в первой части было довольно их проблематично найти, потому что они лежали в маленьких ящиках. Теперь же найти какого-нибудь головастика намного проще, потому что ты понимаешь, что они лежат на базах, а найти эти базы проще простого. Но что самое прекрасное, так это строительство. Оно стало невероятно удобным, и теперь вместо фиксированных круглых комнат, как было в первой Сабнатике, ты можешь создавать кастомные домики. И помимо этого можно без всяких проблем размещать внутренние предметы. Ну такие как шкафы. Они теперь имеют клеточное перемещение и магнитятся к другим постройкам и стенам, чтобы стояло все ровно, ну или почти. Из всего этого меня больше напрягает сложность. Если сравнивать первую и вторую часть, то невооруженным глазом заметно, что во второй части рыбы тебя вообще не дамажат. Не считая последнюю локацию. Вот там за 4 укуса можно и отвалиться. А так, в общем, лайтовая игра. А вот в первой части тебе дает просраться уже первая рыба-бомбардир. Честно не знаю, настраивали ли они сложность. За 2 прохождения игры я вообще не ощутил никакой опасности, кроме Левиафана, который без мотылька тебя шотает. Это единственная серьезная опасность на данный момент. Игра хайпанула, но контента откровенно мало. И тут разработчиков можно понять, они натерпелись судами, и времени на разработку катастрофически не хватало. И главный вопрос, а стоит ли играть сейчас? Игра будет находиться около 2 лет в раннем доступе, даже выкатили дорожную карту, жаль только там точных дат нет, но как-то все расплывчато. В любом случае играть точно стоит. Игра в раннем доступе всегда дешевле, чем на версии 1.0, а если нравится находить новые баги, то для вас тут непаханное поле контента. Через полгодика-годик игру подтянут, выйдут крупные патчи с новым контентом, кастомизацией и кучей разных фишек. И уже будет больше похоже на игру, которую все ждали. Ну, в общем, эта игра оправдывает свою стоимость и продолжительность 10-15 часов. Ну что ж, будем ждать обновлений и, конечно, сюжета. Ну а пока можете подписаться на ютубчик, телеграм и твич. В целом, смотря на недостаток контента, я вижу огромный потенциал Сабнатики. Она уже захватывает, а когда допилят сюжет и новые механики добавят, тогда это будет игра, в которую точно стоит вернуться. Так что до встречи в новых обновлениях.